Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Друзья, представьте, что по вашему телу медленно ползет 30 сантиметров чистого удовольствия. Эту заиньку привезли из далеких и влажных лесов Южной Америки. Многоножка стучит своими острыми лапками по вашей коже, протыкая ее до легкой боли. Уже побежали мурашки. На местах проколов вздуваются небольшие багряные бугорки. Это мизерные дозы яда скалопендры, которые попадают в вашу кровь. Приятно? Если вы переживете этот день, то уж точно не забудете его никогда. Встречайте милейшее существо, шучу, конечно, гигантская скалопендра, вид губоногих многоножек из семейства настоящих скалопендр, обитающих на севере и западе Южной Америки и на островах Ямайка и Тринидад. Известны случаи нападения гигантской скалопендры на птиц, ящериц, мышей и жаб. Гигантская скалопендра – наиболее ядовитая многоножка. Укус членистоногой красотки очень быстро убивает любое животное, вплоть до размеров средней собаки. Особенно ядовитыми являются самки. Человека, однако, эта животинка отправит в преисподнюю только в случае сильной аллергии. Но страдать от ее укуса, поверьте, вы будете так, как будто сам Люцифер лично подарил вам горячую путевку на турне по 9 кругам ада. Ваше тело опухнет, а в месте укуса вздуется настоящий воздушный шарик. Температура поднимется до 40 градусов, и состояние абсолютного страдания будет длиться в районе 2 дней. Кстати, запишите себе на память, что яд скалопендры хорошо сохраняется на холоде, но быстро разрушается при нагревании, а то в жизни всякое бывает. Несмотря на сразу 6 фоточувствительных рецепторов, зрение у скалопендр так себе. Она едва различает, где темно, а где светло. Тело состоит из 21-23 сегментов медно-рыжего или коричневого цвета. Каждая из парой ножек ярко-желтого цвета. Одна пара ног превратилась у нее в многочелюсти с коготками, соединенными и с ядовитыми железами, а задняя пара в специальные волочащиеся большие ноги, которые помогают животному цепляться за комки почвы в земляных ходах. Эта детка может достигать более 26 сантиметров в длину. Гигантская скалопендра – крупное хищное членистоногое животное. Это тот редкий пример, когда вроде бы достаточно примитивная форма жизни успешно охотится на млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. Основу рациона этой хищной штучки составляют насекомые, лягушки, ящерицы, грызуны и летучие мыши. Жертву скалопендра хватает передними ножками, вонзает в нее ядовитые многочелюсти и начинает пережевывать, отправляя куски пищи в широкую глотку, где они перевариваются под воздействием ферментов. Ест скалопендра довольно медленно и долго, делая небольшие перерывы. Часто и много раз чистится, пропуская по очереди свои ножки, а потом усик-антенну то с одной, то с другой стороны сквозь многочелюсти. Чтобы поймать летучую мышку, скалопендра карабкается к потолку пещеры, в которой летуны спят днем, и яростно хватает беззащитного вампира, вводя в организм летальную дозу жидкого яда. К счастью для мыши, ей
Ей хватит одной убитой мышки чуть ли не на целый месяц. Многоножки индивидуалисты и живут поодиночке. Но если две скалопендры встретятся вдруг в одном подземном ходу, то обычно мирно расползаются. Бывает, что самцы цепляются друг за друга с задними ногами и так сидят больше часа, а затем все равно расползаются в стороны. Но могут и укусить друг друга. Тогда в половине случаев кто-то из скалопендр погибнет. В неволе бывает, что голодные взрослые скалопендры убивают и поедают молодых, чтобы сделать новых маленьких мегагадов. Самки скалопендры, которая, кстати, крупнее и ядовитее, чем самец, даже не обязательно искать себе мужчинку. И есть такая штука, как партеногенез. Это когда особь женского пола может оплодотворить себя сама без помощи самца. При таком размножении все очень удобно. Но твои детишки будут твоими абсолютными копиями, так как мужских клеток там и не было. Плюс такого способа в быстром и массовом размножении. Минус в отсутствии генетического разнообразия и возможной деградации или эволюции вида. Самка несколько недель охраняет отложенные яйца в норке, обхватив их ногами. В этот момент она выделяет специальные вещества, которые тормозят развитие плесени. Наконец, выходят молодые личинки, белые и мягкие, но не пушистые. Несколько раз перелиняв, они темнеют и расползаются, приступая к самостоятельной жизни. Но до самой зрелости их окраска будет более светлой, чем у взрослых. Новые скалопендры становятся половозрелыми к 2-3 годам жизни. В природе членистоногие убийцы живут 7-8 лет. Среди врагов скалопендр можно отметить кошек, лисиц, крыс, грачей, ящериц, гекконов и змей, в частности гадюк. Довольно часто эти многоножки оказываются заражены паразитами, например, клещиками и мелкими пиявками. В настоящее время описано более 550 видов скалопендр. Ну а некоторые особо одаренные любители экзотики держат этих ребят в террариумах. Гигантская скалопендра – это популярное домашнее животное среди любителей беспозвоночных. Зачем? Пусть сами расскажут в комментах. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!